Май 1813 года. В то время как наполеоновская Великая Армия начала борьбу в Центральной Европе после катастрофического вторжения в Россию, в 2000 километров от нее, на другом конце ослабленной Наполеоновской империи, другой враг был готов нанести удар. В предыдущем году англо-португальская армия Веллингтона одержала блестящую победу при Саламанке, но остановленная при Бургасе, она была вынуждена совершить долгое, деморализующее отступление к португальской границе. Однако после зимы отдыха, подкреплений и тренировок армия Веллингтона была сильна как никогда. 100 тысяч человек, многие из которых закаленные в боях ветераны. Впервые у него было достаточно кавалерии и артиллерии. Также были улучшены транспорт и медицинское обслуживание. Боевой дух был на высоте. Их вождя, известного в войсках как Старый Нуси, приветствовали везде, где бы он ни находился. «Я никогда не видел британскую армию такой сильной и крепкой», сообщал Веллингтон в Лондон. Напротив, позиции Франции в Испании были слабы как никогда. Наполеон сильно недооценил угрозу, исходящую от Веллингтона, и только что вывел 20 тысяч французских солдат для использования в Германии. Как главнокомандующий, король Жозеф знал, что его силы чрезмерно напряжены. Наполеон разрешил ему оставить Мадрид и перенести свою столицу в более легко обороняемый Вальядолид. Но о дальнейшем отступлении на сильную позицию, такую как река Эбро, не могло быть и речи. Это стало бы неверным сигналом для нейтральной Австрии и колеблющихся немецких союзников Наполеона. И вот с серьезными опасениями Жозеф и его начальник штаба маршал Журдан ожидали наступления Веллингтона. Мы рады сообщить, что теперь доступно спонсорство на канале «Эпичная история». Теперь каждый может поддержать нашу работу и помочь сделать видео более регулярными. Ваши имена будут увековечены в титрах наших видеороликов. Также у вас появится уникальный значок около никнейма в комментариях под видео. Мы будем искренне благодарны за вашу поддержку эпичной истории. Вместе мы делаем этот мир лучше. По плану Веллингтона его армия должна была наступать двумя флангами, сосредоточиться у Тора, а затем двинуться против войск Жозефа. На юге англо-сицилийско-испанские силы Мюррея, базирующиеся в Аликанте, только что отразили атаку маршала Суше в битве при Касталье. Теперь Мюррей должен был организовать отвлекающую высадку на побережье Средиземного моря, чтобы совпасть с продвижением Веллингтона и помешать Суше отправить подкрепление на север. Веллингтон также рассчитывал на масштабную поддержку со стороны испанских регулярных войск, главнокомандующим которых он теоретически являлся с ноября 1812 года. Но среди испанских кортесов, базирующихся в Кадисе, царил глубокий раскол. Многие из них по-прежнему с большим подозрением относились к британским мотивам. В результате Веллингтон получил прямое командование только на нескольких надежных испанских дивизий. К счастью, он добился значительной поддержки от партизан, которые теперь были лучше вооружены, организованы и действовали в большем количестве, чем когда-либо прежде. Подавляющая часть Валенсии была фактически освобождена Эль-Фраиле, монахом. Эспосимино захватил крупные города в Наварре и в настоящее время удерживал в напряжении северную армию генерала Клазеля, в то время как Хуан Мартин Диас, он же Эль Эмпесинадо, сковал крупные силы французских войск под Мадридом. – 22 мая Веллингтон попрощался с Португалией и начал свое наступление. Через 4 дня он был в Саламанке, откуда присоединился к северному крылу своей армии под командованием сэра Томаса Грэхэма. Жозеф и Журдан ожидали, что главный удар Веллингтона будет нанесен из Саламанки,
поэтому планировали оборонять линию реки Дуэро. Но быстрое продвижение Грэхэма к северу от реки означало, что их уже обошли с флангов, и они приказали отступать. Серией блестящих маршей Веллингтон продолжал угрожать правому флангу французов, вынуждая Жозефа постоянно отступать. Армия Веллингтона смогла использовать небольшие дороги и горные тропы к северу от главного пути, которые французы считали непроходимыми, но благодаря своим испанским союзникам Веллингтон знал местность лучше. Опираясь на британскую морскую мощь, он также смог перенести свою базу снабжения из Лиссабона в Сантандер, значительно сократив протяженность линий снабжения, еще один поступок, который французы сочли невозможным. У реки Эбро французы снова оказались обойдены с флангов и отступили к Витории. Здесь Жозеф решил, что он должен выступить. Долина реки Содорра к западу от Витории являлась сильной оборонительной позицией. Ожидая атаки с запада, французские войска были выстроены в 3 линии. Южная армия генерала Газана образовала первую линию. Затем армия центра генерала де Эрлона заканчивала перестроение португальская армия генерала Рейя. Жозеф надеялся, что ему удастся хотя бы выиграть время, чтобы огромная колонна телег, собравшаяся к востоку от города, смогла уйти. В ней находились не только военные припасы, но и казна его правительства. И, как насмехаются в этой британской карикатуре, добыча, накопленная за 5 лет французской оккупации Испании, включая бесценные произведения искусства, драгоценности и антиквариат. Он также ожидал, что со дня на день прибудет генерал Клозель с 20 тысячами подкреплений. Однако, благодаря партизанам, Веллингтон был лучше информирован о местонахождении Клозеля, чем сам Жозеф. Зная, что Клозель не сможет добраться до Жозефа раньше 22 июня, он решил атаковать 21 числа. Накануне французские патрули сообщили о передвижении вражеских войск на севере, поэтому войска Рейя были переброшены для прикрытия любой угрозы линии коммуникаций армии, не считая одной дивизии, которая ушла сопровождать часть обоза во Францию. Странное решение, лишившее армию 4000 человек накануне битвы. В тот день маршал Журдан был прикован к постели лихорадкой. На следующее утро он вместе с королем Жозефом проанализировал положение армии. Они согласились с тем, что их позиция перенапряжена и должна быть сокращена. Но когда их приказы дошли до генерала Газана, было уже слишком поздно. Он уже был атакован. Веллингтон, пользуясь преимуществом в численности, решил атаковать 4 колоннами на фронте в 16 километров. Причем левая колонна генерала Грэхэма угрожала линии отступления Жозефа. Это был смелый план, способный заманить в ловушку и уничтожить армию Жозефа, но он требовал тщательной координации и точного выбора времени. К счастью, французы не посчитали нужным разрушить мосты через реку Содорра, которую в нескольких местах можно было перейти вброд. В 8 утра колонна генерала Хилла начала атаку на правом фланге союзников. Испанские и британские войска продвигались по западным высотам Пуэблы, отогнав французских стрелков и вынудив генерала Газана послать подкрепление для защиты своего левого фланга. Затем войска Хилла захватили деревню Субихана, но пушечный огонь и контратаки французов помешали дальнейшему продвижению. Убедившись, что атака Хилла была главной, а передвижения войск на севере, вероятно, были отвлекающим маневром, Журдан продолжил посылать войска из центра для усиления левого фланга. Именно этого и хотел Веллингтон. Но в 11 часов утра он с растущим нетерпением ждал, когда вступят в бой остальные его колонны. 7-я дивизия лорда Далхаузи, которая должна была возглавить атаку центральной левой колонны, задерживалась в горах. В то время как на востоке фланговое продвижение Грэхэма проходило очень осторожно.
Однако, видя размеры приближающихся сил, генерал Рей решил отвести свои войска назад за реку Содорра. Это побудило Грэхэма начать действовать. Испанская дивизия полковника Лонга наступала на Дурану, удерживаемую испанскими войсками, верными королю Жозефу, и завязалась ожесточенная борьба за деревню. Британская и португальская пехота выступила на Гамарра-Майор. Вскоре они были вовлечены в кровопролитные уличные бои с французами. В этой сцене показана атака 4-го Королевского пехотного и 47-го Ланкаширского полков. Хотя им удалось выбить французов из деревни, они не смогли перейти по мосту через Содорру, который искусно прикрывали французские орудия. Около полудня испанский крестьянин сообщил Веллингтону, что мост у Трес-Пуэнтес совершенно не охраняется. Он немедленно приказал элитной бригаде легкой пехоты Кемпта переправиться через него и захватить плацдарм. Но 7-й дивизии Далхаузи по-прежнему не было видно. Генерал Пиктон, печально известный своей вспыльчивостью, командир боевой 3-й дивизии, потерял всякое терпение. Устав ждать Далхаузи, он приказал своим людям наступать. Перейдя через мост, они начали теснить слабую французскую оборону. Генерал Газан, левый фланг которого был прижат к Субихане, теперь был обойден справа. И ему ничего не оставалось, как отвести свои войска. Теперь армия Веллингтона в полном составе переправлялась через реку Содорра. Ожесточенные бои продолжались на высотах Пуэблы. Но и здесь французам пришлось уступить, чтобы сохранить монолитность своей новой линии. Шотландские горцы и конногвардейцы при поддержке стрелков и португальских войск ворвались в деревню Ариньес, разгромив силы защиты, отступившие на юго-восток. В центре французской обороны образовалась брешь между южной армией Газана и центральной армией Д'Эрлона. Наступление союзников продолжалось, оказывая сильное давление на оба французских фланга. Армия Веллингтона, казалось, набирала неудержимый темп. Колонна Грэхэма была готова отрезать Жозефу путь к отступлению. К 16 часам армия Веллингтона сформировала линию на другой стороне реки Содорра, готовая нанести решающий удар. Но его пехота попала под сильный огонь 76 французских орудий, проделавших огромные бреши в их рядах. Для поддержки были выдвинуты орудия союзников. Началась крупнейшая артиллерийская дуэль Пиренейской войны. Более 70 орудий с каждой стороны. Стрелки союзников, используя брешь во французском центре Угумеча, смогли пробраться в тыл французских орудий и сбить их расчеты. Газан оказался под угрозой с обоих флангов. Но вместо того, чтобы попытаться сблизиться с Д'Эрлоном на севере, по собственной инициативе он приказал отступить, что привело к полному оголению левого фланга Д'Эрлона. Примерно в это же время испанские войска Лонга наконец-то захватили Дурану, и по французской армии поползли слухи, что путь к отступлению отрезан. Армия центра Д'Эрлона храбро сражалась, отступив на новую оборонительную линию всего в 1,5 километрах к западу от Витории. Французские орудия вели непрерывный огонь по наступающим союзникам, но позиция снова была обойдена с фланга. Около 17:30 король Жозеф склонился перед неизбежным и отдал приказ о всеобщем отступлении. Поскольку главная дорога во Францию теперь была перерезана испанскими войсками Лонга, армии пришлось отступать на восток, к Памплоне, по единственной узкой дороге с заболоченными полями по обе стороны.
Достаточно плохо для тысяч войск и орудий, однако ранее в течение дня не было предпринято ни одной попытки сдвинуть с места огромный армейский обоз. В результате возникло столпотворение, когда военные части и артиллерия пытались пробиться через улицы Витории и перегруженные переулки. Задача формирования арьегарда выпала на долю португальской армии генерала Рейя, совершившего организованный отход, прикрытый своей кавалерией. Веллингтон надеялся, что колонна Грэхэма сейчас двинется через реку Содорра, чтобы отрезать отступление французской армии. Но Грэхэм, переоценив силы противника, продолжал проявлять осторожность. К востоку от Витории отступление французов превратилось в полный хаос. Единственная узкая дорога оказалась заблокированной. Многие повозки, выезжая на поля, застревали и тут же бросались. Кавалерия союзников обрушилась на эту растерянную массу, сея панику и не встречая серьезного сопротивления. Король Жозеф и маршал Журдан сами чудом избежали пленения. Среди брошенных повозок оказалось множество гражданских лиц, включая жены детей офицеров, бесценные картины, драгоценности и мебель, и более 5 миллионов золотых франков. Войска не удержали строй и погрузились в открытый грабеж. Один британский офицер описал эту сцену. Примерно к сумеркам глава нашей колонны внезапно наткнулся на несколько повозок, брошенных врагом. Кто-то крикнул: «Это повозки с деньгами!» Не успели эти слова прозвучать, как дивизия двинулась как по команде, и в одно мгновение ткани исчезли с повозок, и ничего не было видно, кроме массы перевернутых ног, в то время как руки нащупывали доллары. Это, конечно, были деньги. Сцена была позорной, но в то же время смехотворной. Веллингтон, однако, был в ярости. Разграбление не только задержало преследование противника, но вместе с этим огромные суммы денег, которыми можно было оплатить снабжение его армии, исчезли в карманах солдат. Из 5 миллионов франков только 250 тысяч были возвращены армией. Витория стала великой победой для коалиции, не такой сокрушительной, какой она могла бы быть. Об этом свидетельствуют относительно небольшие потери французов. Но в ходе последовавшего хаотичного отступления союзники захватили почти все французские орудия, кроме 2, и даже маршальский жезл Журдана. Французская военная мощь в Иберии была сломлена. Бонапартистскому королевству в Испании был положен конец. Жозеф вернулся во Францию, чтобы столкнуться с критикой своего брата. Маршал Журдан ушел с действующей службы. Наполеон послал на его место маршала Сульта, но даже его проницательный военный ум не смог переломить ход событий в Испании. Контратаки с целью освобождения французских гарнизонов в Памплоне и Сан-Себастьяне потерпели поражение. Осенью того же года Веллингтон начал безостановочное продвижение через Пиренеи во Францию. На юге Испании, где маршал Суше оставался непобежденным, катастрофа под Виторией заставила его также отступить к границе, оставив после себя лишь несколько изолированных гарнизонов. После ожесточенной 5-летней борьбы союзники довели до победного конца Пиренейскую войну. Для испанцев – войну за независимость. Это был долгий, трудный путь, пропитанный кровью и страданиями. Особенно сложным оказалось сотрудничество Великобритании и Испании. Но в конечном итоге оба народа вместе с Португалией сражались, чтобы оттеснить французов за Пиренеи. Новые исследования дают более четкие, чем когда-либо, представления об огромной убыли французских людских ресурсов в Иберии. По оценкам, погибло в общей сложности 260 тысяч человек.
3/4 умерли от болезней. Из примерно 66 тысяч погибших в результате боевых действий 43% приходятся на действия испанских регулярных войск, 38% сражались с армиями, возглавляемыми британцами, и 19% погибли от рук партизан. Для сравнения, число погибших британских военных оценивается в 52 тысячи, португальских – в 15 тысяч. Число погибших гражданских лиц во много тысяч, в то время как число погибших испанцев неизвестно, хотя в целом страна за 5 лет войны и оккупации могла потерять до 500 000 жизней. Для Наполеона эта катастрофа была бесполезной и в значительной степени самопричиненной. Вмешательство, порожденное высокомерием и ложными предположениями, с тяжелыми стратегическими последствиями. Но пока империя Наполеона рушилась в Испании, еще большая борьба приближалась к своей кульминации в Центральной Европе, где Наполеон столкнулся с самой мощной коалицией своих врагов. Если бы французский император одержал победу в Германии, Веллингтон мог бы вскоре вернуться за Пиренеи. Судьба Европы должна была решиться в битве при Лейпциге. Спасибо за просмотр. У нас есть телеграм-канал, ТикТок, группа ВКонтакте и Твиттер. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. Отдельная благодарность Кириллу Дрельюсу и Дмитрию Емельяненко.